Барселона определилась с заменой для Хави. ПСЖ рассчитывает подписать Фрэнки де Йонга. Развязка Ман-Сити-Челси. Клоп выбрал себе преемника. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Юрген Клопп поделился мнением о своем возможном преемнике, тренере Байера Хаби Алонсо. В прошлом месяце Юрген объявил, что покинет Ливерпуль в конце сезона, и Алонсо был сразу же возведен в статус фаворита на роль преемника Клоппа. На пресс-конференции в пятницу его спросили насчет Алонсо, и Юрген засыпал комплиментами Хаби как ярчайшего представителя нового поколения тренеров. Хаби трудится невероятным образом. Если бы насчет него не было слухов, это было бы удивительно. Если бы вы спросили меня насчет Хаби Алонсо 8 недель назад, я бы сказал: «О боже». Я всегда говорил, что мы, динозавры вроде Анчелотти, Мауриньо, Гвардиолы и, возможно, меня, не будем делать того, что делаем следующие 20 лет. Окей, возможно, Мауриньо не в счет. Следующее поколение уже здесь, и я бы сказал, что Хаби выделяется среди них. Бывший игрок мирового уровня, у которого тренерская семья, что немного помогает. Он уже был как тренер, когда играл. Футбол, в который он играет, слаженность его команды, проведенные им трансферы абсолютно исключительны. Много времени своей жизни я посвятил Бундеслиге, и он проводит огромное впечатление. Не только количеством набранных очков, но и тем, как они играют. Цитирует Клоппа Ливерпуль Эхо. Барселона намерена сохранить Рональда Арауха, которого хочет купить Бавария. В среду спортивный директор каталонцев Деку провел встречу с представителями защитника и дал понять, что клуб рассчитывает на него, а в будущем видит в Арауха капитана команды. Сам 24-летний игрок сборной Уругвая тоже не прочь остаться на Камп Ноу. Его контракт с Барсой рассчитан до 26 года, при этом Блауграна готова продлить соглашение до 29 или 30 года со значительным повышением зарплаты. В настоящее время защитник зарабатывает свыше 10 миллионов евро до уплаты налогов. Внутри Баварии рассказали о 3 футболистах первой команды, которые перестали входить в категорию неприкасаемых. Об этом сообщает Sport-Bild. По их информации, этими игроками стали полузащитник Леон Горецка и вингеры Лерой Сане и Серж Гнабри. Отмечается, что немецкие футболисты имеют длительные контракты и высокие зарплаты, что мешает клубу работать на трансферном рынке, а также продлевать возможные соглашения с другими игроками. Срок соглашения контракта с Мюнхенской Баварией у Горецки и Гнабри истекает летом 26-го, а у Сане контракт рассчитан до лета 25-го. Ранее сообщалось, что 28-летний Сане сменил агента ради пролонгации договора с Баварией. ПСЖ заинтересован в подписании Фрэнки де Йонга. По сведениям Диарио Спорт, парижане хотят в значительной степени перестроить полузащиту, и высвободившиеся после ухода Кильяна Мбаппе средства готовы потратить в том числе на хавбека Барселоны. Игрок сборной Голландии называется одной из главных целей французского клуба. В этом же контексте упоминается Йозуа Кимих. Де Йонг не готов идти Барселоне на уступки в части зарплаты и не в полной мере убежден в ее спортивных перспективах, а потому может рассмотреть другие варианты. В таком случае ПСЖ будет готов сделать ему выгодное предложение. Также в числе претендентов на полузащитника называется МЮ и Челси. Также, по информации L'Équipe, в списке интересов ПСЖ находится вингер Ливерпуля Мохаммед Салах. Ранее была информация от журналиста Бена Джейкобса о том, что Виктор Осимхен из Наполи является одной из главных целей парижан. А L'Équipe подтверждает, что он является приоритетным вариантом на замену Мбаппе, но фигура Салаха также рассматривается руководством французского клуба. Контракт Мохаммеда с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года, а его ориентировочная стоимость оценивается в 65 миллионов евро. Барселона определилась с преемником Хави. По информации АС, кандидатура Роберто де Зерби одобрена президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку. В среду португальский менеджер провел 3-часовую встречу с агентами тренера, хотя главной темой разговора было продление контракта с Араухо.
Стороны обсудили и возможное назначение Де Зерби. Главным препятствием для закрытия сделки является сумма отступных по контракту Де Зерби с Брайтоном в 10 миллионов евро. Представители итальянца попросили Барсу проявить терпение. Они попытаются достичь соглашения с английским клубом. В свою очередь, руководители Блауграны пообещали назначить Роберто главным тренером с 1 июля, если отступные платить не придется. В спортивном руководстве Барсы считают, что 44-летний специалист соответствует ДНК каталонского клуба. Действующий контракт Де Зерби с Брайтоном рассчитан до 26 года. Туринский Ювентус собирается расстаться с полузащитником Полем Погба в следующее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport. По данным источника, итальянская команда не рассчитывает на француза. Бьянконери хотят избавиться от него и его высокой зарплаты. Погба перешел в Юве летом 2022 года. Контрактное соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне французский игрок принял участие в 2 матчах своей команды, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Напомню, что Погба сдал положительный допинг-тест после матча первого тура нынешнего сезона чемпионата Италии против Удинезе. Ранее в СМИ появлялась информация, что антидопинговая прокуратура Италии запросила для Погба 4-летнюю дисквалификацию. Бывший тренер испанской Севильи и английского Вулверхэмптона Хулиан Лопетеги отклонил 2 предложения за последние недели, сообщает журналист Николас Кира у себя в Твиттере. По его информации, одно из предложений было от английского Кристал Пэлас, а другое от неназванного клуба из Саудовской Аравии. Сообщается, что испанский специалист ждет предложения от более важного клуба. Он предпочитает английскую премьер-лигу. Голкипер Ливерпуля Алисон Беккер получил травму на тренировке команды перед матчем 25-го тура английской премьер-лиги с Брентфордом. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Фабрицио Романо. По его сведениям, голкипер повредил подколенное сухожилие. В ближайшее время бразильский вратарь пройдет медицинское обследование. Манчестер Юнайтед сделал запрос насчет нападающего Баварии Матиса Теля. Как сообщает Sky Sport Germany, Юнайтед очень заинтересован в приобретении Теля грядущим летом. Однако в предыдущей неделе насчет Матиса также обратились 2 других клуба из Англии. Сам Тель по-прежнему мечтает стать легендой Баварии. Вчера состоялся матч 25-го тура английской премьер-лиги, в котором встречались Манчестер Сити и Челси. На 42-й минуте после прострела Николаса Джексона Рахим Стерлинг принял мяч, убрал Кайла Уокера и пробил точно в дальний угол, открыв счет в этой встрече. А на 83-й минуте Родри сравнял, установив окончательный счет 1-1. После этого матча Манчестер Сити располагается на 3-м месте с 53 очками и имея 1 матч в запасе, а Челси располагается на 10-й строчке, набрав 35 баллов.